Всем привет! В поисках новых вкусов сегодня предлагаем отправиться в Поднебесную. Какое самое популярное блюдо в Китае? Конечно, рис, а еще мясо, из которого свинина наиболее популярный вид. Ева это одобряет. Жители Китая в шутку говорят: здесь можно есть все, ничего не выбрасывая, кроме хрюканья. Для первого блюда нам потребуется 2 свиные ноги. Аккуратно отделяем кожу от мяса. Мы даже не подозревали, что столкнемся с такими трудностями. А все дело в том, что нам на рынке только на второй день удалось найти более-менее целые конечности. В идеале они должны быть не опаленные огнем и без надрезов. Благодаря этому кожа остается более крепкой и не так рвется при разделении. Наконец-то отделяем мясо от кожи. И обязательно снимаем лишний жир. Из-за сложной разлуки на коже остались многочисленные раны. Далее с помощью иголки и нитки зашиваем дыры. После того, как чулки поштопаны, переходим к отделению мяса от кости. Следующим шагом нарезаем его на небольшие продолговатые куски. У нас получилось 800 грамм мякоти. Еще добавляем 700 грамм ошейка. 1,5 килограмма мяса будет более чем предостаточно для начинки на 2 ноги. Теперь для фламбирования мяса подготовим специальную смесь. 50 грамм измельченного сумаха соединяем с крепким 40-градусным напитком, например, с водкой. Вливаем 100-150 мл и поджигаем. Поливаем мясо. Если огонь затух, поджигаем еще раз. Фламбируют не только для огненной феерии, хотя это зрелищно и по-настоящему гипнотизирует. У нас с Андреем даже была мысль снять ролик с фламбированными блюдами. Вам будет такое интересно? Если да, то пишите в комментариях слово «огонь». Так вот, фламбируют для того, чтобы приготовить мясо быстрее и придать ему более изысканное послевкусие. Стоп, вы не о том подумали. Привкус водки в готовом блюде не почувствуется. Теперь маринад втираем в мясо и оставляем на полчаса. Затем берем 2 головки чеснока, пропускаем через пресс и заливаем кипятком. Через минуту сливаем воду и добавляем в мясо. Еще нам потребуется 1,5 столовой ложки китайской пудры 5 специй, 1 столовая ложка соли, 1 чайная ложка сухого имбиря и 1 чайная ложка белого перца. По желанию еще можете приправить перцем чили. Не до конца вывернув кожаный чулок, начиняем его постепенно мясом, но не очень плотно, а затем зашиваем. Франкенштейн точно оценил бы наше творение. А для того, чтобы ноги в будущем остались в хорошей форме и не получился кряк в конце, делаем им корсет из бечевки. Кладем их в кастрюлю и заливаем водой. Теперь варим 1,5 часа на маленьком огне. У нас появилось время, чтобы приготовить быстрый китайский десерт по книге рецептов. Берем 4 банана, чистим и разрезаем пополам. Далее делаем кляр. В глубокую тарелку высыпаем 3 столовые ложки пшеничной муки, 2 столовые ложки кукурузного крахмала, 3/4 стакана воды и 1 яичный белок. Еще добавляем 1 чайную ложку кунжутного масла. И все тщательно перемешиваем. Половинки бананов макаем в кляр и жарим во фритюре до золотистого цвета. В книге на картинке бананы выглядели совершенно по-другому, поэтому, поэкспериментировав, мы добавили в кляр еще 2 чайные ложки крахмала, но все равно они не получились как на фото. Махнув на все рукой, идем дальше. Для соуса смешиваем полстакана меда и сок 1 лимона. Перед подачей бананы поливаем медово-лимонным соусом и посыпаем кунжутом. Делаем выводы. Фото в кулинарной книге и реальное блюдо не всегда совпадают. У вас такое было? С чем у вас получился кряк, пишите в комментариях. По правде сказать, этот рецепт отменный. На вкус все прекрасно и максимальная порция дофамина от еды получена. Возвращаемся к ножкам Франкенштейна. Выкладываем их аккуратно на поднос.
Немного остудив мясо, разрезаем и удаляем бечевку. После этого берем 2 столовые ложки меда, 1 столовую ложку соевого соуса, все перемешиваем и смазываем ноги. Отправляем в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов. Как только получилась глазированная корочка, вытягиваем мясо из духовки и даем некоторое время остыть. После этого убираем нитки. Непредсказуемость – это сильный конек кухни Поднебесной. Каждое блюдо будет острым, сладким, кислым, соленым и горьким. А чтобы убедиться, стоит приготовить тандем из пряно-сладкого мяса и жареной рисовой лапши в кисло-сладком соусе. Для подливы берем 15 грамм сушеных томатов с чесноком и разводим водой. Приправу можно заменить 2 столовыми ложками кетчупа. Добавляем 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку рисового уксуса. В отдельной таре смешиваем 1 чайную ложку крахмала и 2 столовые ложки воды. Далее отвариваем рисовую лапшу 5 минут, а затем на крупной терке натираем половину морковки, кубиками нарезаем фиолетовую луковицу и несколько перьев зеленого лука. Далее в вок наливаем немного растительного масла, кладем сначала морковь, затем лук, замороженный брокколи и зеленый горошек. Все перемешиваем и добавляем еще кисло-сладкую приправу, 2 столовые ложки соевого соуса, размешанный крахмал с водой, столовую ложку китайской пряности 5 специй и чашку воды. Как только масса закипит, соединяем ее с рисовой лапшой. Солим, перемешиваем и снимаем с огня. Наконец-то разрезаем мясо на удобные кусочки. Преприятнейший аромат заставляет петь наши желудки. Мы уже на финишной прямой, скорее бы все попробовать. Рисовую лапшу выкладываем на блюдо. Затем мясной ароматный рулет. Сверху острый перчик, зеленый лучок и кунжут. Помню в детстве, когда моя подруга ела обычную вермишель с сахаром, я недоумевала. Такое пищевое извращение? Зачем? И, кстати, никогда не пробовала, только недоумевала. Сегодня я поняла, что наши вкусовые векторы с подругой и жителями Поднебесной абсолютно совпали. Теперь такую лапшу, такое мясо со сладкими нотками мы 100% рекомендуем для повторения и употребления. И напоследок, кухня какой страны вам будет интересна в следующий раз? Четкие названия блюд оставляйте в комментариях. Это здорово нам помогает в выборе. А еще обязательно делайте комплименты в виде лайков. Всего 35 тысяч лайков, и мы снимаем новое видео на эту тему. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!